В данном видео вы услышите следующее. Михаил Саакашвили надеется выйти из тюрьмы с помощью Страсбурга. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, для нас это очень важно. Ну что, приступим. Европейский суд по правам человека счел допустимым и принял к рассмотрению иск Саакашвили против Грузии о нарушении процессуальных норм и прав подсудимого экс-президента Саакашвили во время рассмотрения дела об избиении бизнесмена и депутата Валерия Хилашвили в 2005 году. По этому делу Михаил Саакашвили приговорен к 6 годам лишения свободы. Генеральная прокуратура утверждала, что именно он организовал избиение господина Гелашвили в личном месте. В интервью газеты «Резонанс» бизнесмен сказал, что это за президент, от которого сбежала жена, имея в виду первую леди Грузии, уроженку Нидерландов, Сандру Рулс, которая в тот момент ждала второго ребенка на родине предков. Михаил Саакашвили категорически отрицал вину, а его адвокаты утверждают, что при заочном рассмотрении дела в Тбилисском городском суде в период, когда бывший президент находился в розыске и жил на Украине, права подсудимого грубо нарушались. Сам бывший президент считает, что решение Страсбургского суда принять иск к рассмотрению ведет к его освобождению. Обратившись к властям, Михаил Саакашвили призвал их смириться с поражением и самим открыть дверь тюрьмы, не дожидаясь, пока эти двери, по его словам, откроет Европейский суд и грузинский народ. При этом экс-президент обещал правящей партии «Грузинская мечта» ни в коем случае не мстить за все, что он пережил в годы политического преследования. «У нас одна родина, и она в смертельной опасности», заявил бывший глава государства, намекая на ситуацию вокруг Украины. Впрочем, министр юстиции Арати Бригадзе, предоставляющий грузинское государство в ходе слушания дела в ЕСПЧ, посоветовал заключенному номер 1, как часто называют господина Саакашвили в Грузии, не торопиться с выводами и намекнул, что рассмотрение дела в Страсбургском суде наверняка будет долгим, и принятие дела к рассмотрению лишь первый начальный этап. При этом генеральный прокурор Ираклий Шатидзе призвал, что ЕСПЧ отнесется к иску Михаила Саакашвили с особым вниманием и даже частично нарушив свой регламент, поскольку адвокаты внесли иск с некоторыми опозданиями. Но Страсбургский суд счел случай особым и решил его рассмотреть. Кроме дела об избиении Валерия Гелашвили, Михаил Саакашвили приговорен к 3 годам лишения свободы за незаконное, по мнению суда, помилование высокопоставленного полицейского, виновных в похищении и смерти молодых банкиров. Одновременно Михаил Саакашвили, находящийся в одиночной камере Руставской тюрьмы с 1 октября прошлого года, является главным обвиняемым в делах о жестком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, растрате из государственного бюджета 9 миллионов лари и незаконном переходе госграницы Грузии в ночь на 29 сентября 2021 года.